Всем привет! Сейчас я хочу вам продемонстрировать работу нового пульта ASUS. Это пульт 6-й версии. Здесь корпус немножко отличается от того, что было раньше. Он чуть хуже магнитится, но вот он вешается. У меня пульт запитан от света, поэтому я включаю свет, и пульт включается. Ну и первое, как всегда, у меня сделан автоподъем при старте. Единственное, у меня вот на передних подушках давление разное, но оно так и должно быть. Ладно, поговорим о новых функциях. Ну, первое, говоря о пульте, что теперь можно настраивать цвет подсветки более детально, так сказать. То есть и так можно яркость каждого канала регулировать с помощью кнопок ручного управления. И в том числе можно, получается, так выставить просто яркость, если, допустим, ночью слишком ярко на трассе. Далее тут еще появился раздел. Этот раздел позволяет получать информацию, то есть Local — это версия прошивки самого пульта, и Global — версия прошивки самого мозга, потому что теперь это абсолютно два разных контроллера, которые могут работать, так сказать, вне зависимости друг от друга. А у меня версия Elite, это значит, что у нее 6 пресетов. Как же эти пресеты включаются? То есть все так же здесь первое, второй, третий. Но если нажать второй раз, то это будет уже четвертый, пятый, ну и шестой. Добавлены функции ручного полного подъема и спуска. Для этого нужно зажать две эти кнопки. И в целом повышенная точность выставления пресетов. Также полностью переделано меню. То есть глобальные настройки — это и есть настройки самого мозга. Тут мы можем настраивать пресеты. И в этом же меню можно настроить значения в ресивере. Пресеты настраиваются с помощью вот этих вот кнопок. Ну или же можно просто сохранить текущее положение. Также здесь об этом позже. И об этом тоже позже. И есть теперь программный сброс настроек. Что у нас в настройках? Калибровка датчиков. Датчики можно калибровать в автоматическом и в ручном режиме, ну а также сбросить значение по умолчанию. То есть это значение под датчики давления. Это использование компрессора, количество контуров, тип автоматики здесь все так же. Отклонение от пресета, чувствительность датчиков высоты, скорость работы клапанов и допустимое отклонение, после которого клапаны начинают щелкать. И на этом все, настройки заканчиваются. В целом он работает так же, как и предыдущий, просто стал работать, как мне кажется, чуть более удобно. Следующий пункт. Мы поговорим о том, что теперь можно подключаться с телефона. Запускаем приложение, и первое, что мы видим, что он автоматически теперь подключается и запускает сразу меню автоматики. И вот мы видим, что здесь все кстати, работает одновременно. Вот это вот ручное, перед, зад, спуск. Вот. Все настройки также есть в этом приложении. Было переделано меню настройки пресетов. Теперь оно выглядит вот так вот.
Ну и в целом не будем сейчас зацикливаться на приложении. Покажем последнее, что у нас есть. Это брелок. У меня брелок немножко нестандартный, здесь нет панельки. Но в чем его суть? Он нужен для того, чтобы каждый раз не лезть в приложение, если у нас нету пульта. И также у меня вот здесь выведен светодиод. Светодиод отображает текущий, так сказать, режим работы. То есть он на каждом пресете свой цвет. Допустим, включаю первый пресет, включилось зеленым. Вон там второй. Теперь сейчас включу второй пресет, это у меня в полный верх. Вот загорелся второй. Здесь у меня синим загорелось. Но также здесь есть и ручное управление. Допустим, давайте мы сейчас переназначим третий пресет. Для этого нужно зажать кнопку на некоторое время, отпустить. И вот у нас горит красным. После этого у нас брелок работает в ручном режиме, двухконтурном. То есть это спуск, это подъем. И нам перегородили запись. Спасибо. Давай сейчас примерно настроим на... Ну вот, примерно в 5. Дважды нажимаем на кнопку D. Светодиод заморгал, значит пресет сохранен. То есть давайте сейчас все перепроверим. Включили третий пресет. И вот он выставил то, что нам нужно. Но также есть и ручной режим. Для этого нужно зажать четвертую кнопку. Значит, зажимаем. Отпускаем. Вот загорелся у меня примерно белым. Все, теперь это у нас обычный ручной режим, который ничего не сохранит после выхода, так сказать. Ну вот как-то так. То есть многие думают, что брелок он нужен для того, чтобы вот так вот снаружи что-то понтоваться. Но на самом деле он нужен именно для того, чтобы было удобно пользоваться контроллером без телефона. Все. На этом все. И далее еще будет более подробные видео по поводу приложения.